Здравствуйте, меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня я хочу обсудить с вами одну интересную тему, которая касается самого популярного способа покупки недвижимости в Грузии. Я хочу поговорить с вами про рассрочку. В этом видео мы обсудим с вами такие вопросы, как что такое рассрочка и почему застройщики ее предлагают, какие подводные камни и нюансы она несет в себе для покупателей, и в какой момент ипотека становится более выгодной, чем рассрочка. Что такое рассрочка и почему вообще этот инструмент стал таким популярным в Грузии для покупки недвижимости? Ну, понятно, что исходя из самого названия, мы понимаем, что рассрочка – это некий план платежей, да, который предлагает застройщик своему покупателю на определенный срок. Очевидным ярким плюсом этого способа покупки является то, что рассрочка не несет в себе никаких дополнительных процентов. Что я имею в виду? В отличие от банковского кредита или ипотеки, который, естественно, подразумевает какие-то дополнительные проценты, на которых, собственно, банк и зарабатывает, в рассрочке таких процентов не существует. Если вы обращали внимание, в каждом рекламном слогане любого застройщика везде написано interest free или 0% или беспроцентная рассрочка. И вот как раз об этом и идет речь, что никаких дополнительных интересов, никакого профита дополнительного от рассрочки непосредственно застройщик не получает. Тогда зачем же он предлагает этот инструмент и в чем пересекаются интересы застройщика и покупателя в использовании этого способа? В первую очередь мы должны понять, что застройщик предлагает рассрочку для своего покупателя на период строительства. То есть сначала покупатель, подписывая договор купли-продажи, как правило, оплачивает первоначальный взнос. Когда этих покупателей становится много, с их помощью, с помощью этих договоров застройщик получает гарантированные до какой-то степени платежи каждый месяц. Он понимает, да, свое финансовое планирование, может составить какой-то график определенный и понять, что вот в конкретный месяц, конкретного числа у него поступит такая-то сумма для того, чтобы он смог обеспечить дальше строительный процесс. При этом есть один нюанс. Понятно, что эти платежи гарантированы до какой-то степени, потому что все-таки у покупателя бывают ситуации, когда он не может, теряет возможность платить по рассрочке, и он, как правило, не один. То есть представим себе ситуацию, допустим, 100 покупателей одновременно купили квартиры у какого-то конкретного застройщика. И в какой-то момент, в какой-то месяц у 50 из них пропадает возможность платить, выполнять свои обязательства по рассрочке. Что происходит? У застройщика заканчивается кэшфлоу, да, или там запланированный кэшфлоу у него вдруг урезается в 2 раза. То есть это такая палка о двух концах. С одной стороны, застройщик предоставляет прекрасную возможность для покупателя, чтобы он не платил дополнительные проценты, не нес каких-то строгих обязательств перед банками, да, там, которые, как правило, тянут за собой пени и прочие нюансы. Но при этом он тоже берет на себя риски, потому что понимает, что вот в таких договоренностях, в общем-то, он тоже может оказаться в довольно неприятной финансовой ситуации, если вдруг у какого-то количества плательщиков закончатся средства. Это, кстати, отвечает на вопрос о том, почему так часто задерживаются стройки. Вот, между прочим, очень важный момент, когда покупатели задают вопросы на определенном этапе, а почему вот уже столько раз переносилась стройка? Ну, в первую очередь, надо понимать, что вот, в общем-то, во многом вот эти вещи тоже оказывают влияние. Когда половина плательщиков вдруг раз таки и не могут платить по рассрочке. И что? Что делать застройщику? Из каких мест, из каких резервов доставать деньги? Какие преимущества при этом, да, возникают у покупателя? Ну, понятно, что рассрочка – это очень гибкий и такой основанный вообще фактически на доверии инструмент, который вот возникает, да, в договоре между покупателем и продавцом. Покупатель, как правило, получает гибкий график. То есть мы часто такие вещи слышим от застройщиков, в рекламных слоганах они возникают, что вы можете платить поквартально, ежемесячно или там раз в полгода. В общем, все зависит от ваших потребностей, от ваших возможностей, от договоренностей конечных с застройщиком. Поэтому это вот очень удобный инструмент и гибкий инструмент именно для покупателя. Кроме того, естественно, нет никаких вот этих вот процентов банковских и вот этой строгой системы, которая бы вас обязывала в конкретную дату конкретного месяца уже делать начисления, иначе в противном случае для вас уже возникают какие-то штрафные санкции. То есть застройщики в этом плане, на мой взгляд, это большое великодушие вообще проявляемое к покупателям, потому что действительно они никого не терроризируют. Вот у нас очень часто спрашивают, а что будет, если я опоздаю на день по платежам? Да ничего не будет, если вы опоздаете на день, на 2, на 2 недели и даже на месяц. Никто
не будет вас там лишать недвижимости одномоментно в одностороннем порядке, никто не будет как-то вас терроризировать этой ситуацией, то есть с вами обязательно будут договариваться, разговаривать, сначала проявят максимальное терпение и вообще вас не будут тревожить, потом с вами начнут разговаривать, как-то прояснять вашу ситуацию, предлагать какие-то возможные варианты решения этого вопроса, ну и уже в конечном счете, конечно, если ситуация не разрешается, то, конечно, уже может быть в одностороннем порядке договор купли-продажи расторгнут, об этом чуть позже еще поговорим. Есть еще один интересный инструмент, который, как мне кажется, вариант рассрочки, который, на мой взгляд, только вот приходит, наверное, в практику, он уже широко применяется и в Европе, и в Дубае, в частности, в Эмиратах, вот очень популярный такой вариант, когда первоначально клиент платит, покупатель оплачивает там какую-то небольшую сумму, 20 или 30%, потом еще часть суммы общей, допустим, 60% он оплачивает где-то в середине своей рассрочки, да, и остаток уже в конце при получении ключей. Есть варианты вообще состоящие из двух платежей, там 20 на 80 или 30 на 70, когда 30% сразу и 70% в конце при получении ключей. Это, с одной стороны, очень такая ситуация выгодная для покупателя, потому что он не оплачивает за какой-то там непонятным образом идущий или не идущий строительный процесс, то есть он уже в конце по факту обменивает, так сказать, ключи на деньги, да, условно говоря. И, наверное, в какой-то мере это гарантирует некую такую стабильность, показывает некую стабильность застройщика, то есть застройщик готов взять с вас первоначальные деньги, потом самостоятельно обеспечить строительный процесс и уже в конце забрать весь свой профит, да, условно, от вашего конечного платежа. Еще важный момент, в чем большое преимущество и выгода, значит, так как вы зафиксировали свою цену договором на старте строительства, то есть она для вас уже не поменяется, для вас конкретно, для вашего договора, а тем временем рыночная цена конкретно вашего объекта недвижимости, она растет. Соответственно, к моменту, когда закончилась рассрочка, например, через 2 года или через 3 года, там, условная $1000, которую вы заплатили за квадратный метр, которая зафиксирована в договоре, это уже совершенно будет не та $1000. То есть ваша недвижимость через 2-3 года может стоить уже $2000 за метр или там 1500. Ну, то есть, соответственно, рассчитывайте сами свой эффективный прирост на вложенный доллар. При таком инструменте, когда мы вкладываем там минимальные 10, 20 или 30%, очень легко посчитать свою доходность, да, то есть пока вы зафиксировали свою цену квадратного метра в договоре и идет стройка, цена квадратного метра растет, и в конце вы можете посчитать уже, да, какой у вас будет доход, какой у вас будет ROI на конкретно ваши вложенные доллары. Как оформить рассрочку? На самом деле сделать это вообще предельно легко, и это можно сделать даже дистанционно. Первое, что вы должны сделать, это просто выбрать объект недвижимости. Вы можете сделать это самостоятельно, или лучше, конечно, обратиться к нам, в компанию Georgia Private Investment, чтобы сделать правильный, безошибочный выбор. Итак, вы определяете свой объект недвижимости, заключаете дистанционно или на месте договор купли-продажи, и, собственно говоря, в этом договоре уже непосредственно расписывается график ваших платежей. Как я уже отметила, он может быть ежемесячным, он может быть поквартальным, там, раз в полгода, как вам удобно и как вы договоритесь с застройщиком. Перевод по этим платежам может также осуществляться дистанционно с помощью банка, в зависимости от того, где у вас открыты счета, да, в каком банке мира. С помощью криптовалюты сейчас огромное количество застройщиков здесь, в Грузии, уже имеет свои собственные криптокошельки и принимает, в общем-то, оплату в том числе таким способом. Если вы плательщик по рассрочке, и вдруг у вас ситуация изменилась, вы понимаете, что что-то пошло не так, вы больше не можете платить, значит, я уже озвучила, что таких вот каких-то одномоментных варварских решений по вашему кейсу приниматься, конечно же, не будет, но я рекомендую, как обычно, не затягивать, а в срочном порядке обратиться в нашу компанию. Мы поможем с перепродажей, с переуступкой вашей квартиры следующему покупателю. Мы, как правило, прилагаем все усилия для того, чтобы договориться с застройщиком, как-то, может быть, оттянуть сроки, да, принятия решений, чтобы выиграть время для того, чтобы вашу ситуацию решить. Переуступка – это отличный способ, в том числе и заработать, кстати говоря, на недвижимости. То есть, если вы изначально не планируете оплачивать всю сумму по рассрочке, но вы ждете, когда ваша квартира достигнет пика цены, ну вот как раз-таки на этом пике вы можете переуступить свое право
право следующему покупателю. И мы, естественно, в этом очень активно помогаем. Вот, кстати, буквально недавно, на прошлой неделе у нас был кейс, женщина тоже там попала в такую ситуацию, что уже не смогла дальше платить по рассрочке. Мы договорились с застройщиком, выиграли для нее время, начали активно продавать ее объект, и за эти 2 недели она решила свою финансовую ситуацию, нашла деньги, и, в общем, осталась нам очень-очень благодарна за то, что мы вот так помогли не продать, но, по крайней мере, каким-то образом поспособствовали в решении ее ситуации. Так что она нам даже прекрасный отзыв написала, за что ей тоже большое спасибо. Если вы перестали платить по рассрочке, не обратились в компанию GPI и не решаете свой вопрос с перепродажей объекта, то, конечно, для вас возникнут штрафные санкции. Как правило, они прописаны в договоре, и я в этом случае призываю, как всегда, внимательно читать договор, чтобы для вас потом не было каких-то неприятных сюрпризов. Значит, как правило, в договоре прописан пункт о расторжении договора в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств покупателем по оплате с удержанием 20% от общей стоимости договора. Это важный момент. Не от уплаченной суммы, которую вы оплатили к моменту возникновения ситуации, а от общей стоимости договора. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, ну и не доводите, конечно, ситуацию до какого-то критического момента. Скрытые платежи, значит, такой важный момент. Мы говорим о том, что это interest-free ситуация, да, как бы никто там на вас особенно не зарабатывает, но что может возникнуть в этой ситуации? Какие скрытые дополнительные суммы на каждый ваш платеж могут вдруг возникнуть? Как правило, это как раз-таки банковские комиссии, которые не учитываются, они не прописаны в договоре, либо если прописаны, то опять же читайте внимательно договор, кто несет ответственность, на кого, на чьи плечи ложится как раз оплата вот этих дополнительных банковских комиссий. Либо если вы оплачиваете через криптовалюту, кто несет на себе в том числе комиссии за переводы. Ну вот просто читайте внимательно и на старте проговаривайте эти моменты с застройщиком, потому что в зависимости от ситуации, в зависимости от текущего курса доллара, от каких-то вот этих вот непредсказуемых в моменте, да, вот этих ситуаций, то есть мы не можем знать завтра, какой будет курс, или мы не можем знать завтра, какая будет стоимость там транзакции за конкретный платеж, если мы говорим о криптовалюте, потому что, как правило, обменники день в день там назначают вот эту сумму. Так вот, читайте заранее, обсуждайте это с застройщиком заранее, чтобы потом у вас сумма ежемесячного платежа не вырастала там 1,1, в 1,2, в 1,5 x, да, то есть вот читайте, обсуждайте, обязательно проговаривайте для себя, учитывайте это заранее. Ну а так, в принципе, никаких вот еще каких-то дополнительных скрытых, наверное, кроме вот банковских, как правило, комиссий, потери на курсе действительно есть. Ну, неприятно, так сказать, вот, неприятной неожиданностью стать. У нас таких кейсов очень много, когда люди делают первый платеж, у них там отъедается комиссия, они потом вот с такими глазами звонят и спрашивают, а где мои деньги? Как будто это мы их взяли себе на кофе за там что-то, например, да, или застройщик себе на кофе забрал. На какую недвижимость есть рассрочка? Ну, понятно, что когда мы говорим про рассрочки, мы ведем речь о строящихся объектах. То есть это нас часто, кстати, спрашивают, это один из популярных вопросов, а есть ли рассрочка на готовое жилье в Батуми? Нет, такого варианта нет. Для вас здесь в игру вступает ипотека. Пожалуйста, это тоже прекрасный инструмент. И вот здесь может подсказочка всплыть. У нас уже вышло на канале видео про ипотеку. Посмотрите, изучите и обращайтесь к нам в компанию GPI, в том числе за помощью в оформлении ипотеки. Итак, рассрочка. Рассрочка – это история на строящийся объект недвижимости. Ее вам предоставляет застройщик на срок, равный сроку строительства или даже больше в некоторых случаях. И в этом смысле это очень выгодный инструмент, потому что, как правило, если вдруг застройщик успевает завершить в указанные сроки все процессы, и вы уже можете заехать в свою квартиру и еще платить платежи по рассрочке, а жить уже в своей недвижимости, то это вообще шикарная ситуация, но почти невозможная в Батуми. И тем не менее, у нас в наших заначках есть интересные предложения, где вы можете получить рассрочку на готовый объект. Как это сделать, каким образом, пишите нам в комментариях, обращайтесь к нам в отдел продаж и узнаете. Почему ипотека может оказаться выгоднее рассрочки для вас? Потому что дело в том, что понятно, что сроки, на которые дается ипотека и рассрочка, это вообще совершенно разные значения, да, у этих сроков. То есть, когда мы говорим про рассрочку, как правило, это
3, ну максимум 5 лет. Это какая-то очень исключительная ситуация, если мы говорим о каком-то огромном масштабном комплексе, у которого срок строительства соответствующий. Ипотеку вы можете получить конкретно здесь, в Грузии, сроком до 10 лет. Соответственно, у вас просто в пересчете на месяцы ежемесячный платеж сокращается в 2, в 3, иногда даже в 4 раза. Соответственно, если вы рассчитываете в своем бюджете, что вы можете платить какую-то очень небольшую сумму ежемесячно, то, наверное, для вас проще рассмотреть вариант покупки в ипотеку готового объекта, особенно если вы хотите его, например, уже сдавать в аренду и как-то перекрывать эти платежи, либо, может быть, хотите жить сами и платить уже за свое жилье, а не за арендуемое. Вот тогда для вас, конечно, большим образом подходит ипотека, а не рассрочка. Еще один популярный вопрос: можно ли получить вид на жительство за покупку недвижимости в тот момент, пока вы еще оплачиваете свою рассрочку? Ответ – нет, нельзя, но все зависит от кейса. Почему нельзя? Потому что у вас должно быть, для получения вида на жительство, у вас должна быть проведена оценка вашего объекта недвижимости, и ключевое слово здесь вашего, то есть у вас должно быть оформлено 100% право собственности. Как правило, право собственности на объект недвижимости застройщики оформляют вместе с покупателем только при полной 100% оплате вашего объекта недвижимости. Итак, резюме. Первое. В рассрочку в Грузии можно купить практически все, что строится, все, что сейчас на рынке находится на этапе строительства. Это очень удобный инструмент, особенно прекрасно он работает в комбинации с ипотекой. То есть, когда вы через 2 года можете переложить свою рассрочку в банковскую ипотеку, сократив тем самым ежемесячный платеж и уже фактически жить в своей собственной недвижимости и платить ипотеку за свою квартиру. Рассрочка подходит практически всем, но я всегда рекомендую внимательно читать договоры, внимательно изучать какие-то скрытые банковские комиссии, которые у вас возникают, и обязательно рассчитывать свои финансовые возможности по оплате ежемесячного платежа. Ну и последнее. Мы в компании GPI всегда находим для наших покупателей самые интересные, вкусные, классные объекты с самыми выгодными, длительными, удобными рассрочками, и также помогаем с оформлением банковской ипотеки. Поэтому, как обычно, я призываю вас подписаться на все наши каналы, чтобы не пропустить самые интересные видео. Если у вас возникли вопросы по этой теме, то напишите нам обязательно в комментариях, я все прочитаю. И, как всегда, до встречи в Грузии!